Представьте, вы летите на обычном FPV-дроне, внутри привычный Betaflight, стандартный Express LRS и GPS-модуль. Но рядом на экране ноутбука или планшета открыта карта, на которой отображается в реальном времени движение вашего дрона. И весь прикол в том, что нам не потребуются дорогие модули связи вроде Crossfire или какие-то градить отдельные модемы. Весь поток данных идет через тот самый Express LRS приемник, который у вас уже установлен. Всем привет! Долгое время Betaflight и протокол Mavlink казались вещами из параллельных миров. Мы привыкли, что карты и маршруты – это удел тяжелых платформ, например, Ardupilot или дальнолетов на iNav. А Betaflight – это история про чистый фристайл, гонки, картинку в очках, координаты на OSD и максимум GPS Rescue на тот случай, если что-то у нас пошло не так. Но последние обновления практически стерли эту границу. И сегодня мы как раз и разберем, как правильно настроить работу Mavlink на Betaflight. Чтобы все это дело заработало, нам понадобится простая цепочка. Полетный контроллер, приемник, аппаратура, ноутбук, планшет, либо телефон. Требования к железу. Первое. GPS-модуль на борту. Без него затея просто теряет смысл, связь-то у нас поднимется, но карта останется пустой, софту будет просто неоткуда взять координаты. Второе. ELRS-приемник и передатчик на чипах Express IF. Проверить легко. Если железо обновляется по Wi-Fi, значит оно, вероятнее всего, нам подходит. Третье. Диапазон 2,4 ГГц или современный Dual Band. Запустить систему на 900 МГц тоже можно, но там скорость передачи достаточно жестко ограничена, поэтому у нас карта будет двигаться рывками. И четвертое. Модуль Backpack в аппаратуре. Это такой компактный Wi-Fi мост, который заберет телеметрию из пульта и перенаправит ее по воздуху в ваш телефон или компьютер. Ну и раз я в этой цепочке поставил полетный контроллер на первое место, с него и начнем. А именно с прошивки и настройки Betaflight. По Betaflight нам понадобится версия, начиная с 20.25.12 бета, ну или 20.25.12.2 актуальная на данный момент, потому что именно в этой ветке появилась полноценная поддержка протокола. И первым делом нам понадобится перепрошить полетный контроллер. Даже если у тебя сейчас стоит последняя версия, я практически уверен, что в нее был загружен только один протокол, это актуальный CRSF. Нам же потребуется прошиться с поддержкой Mavlink. Но сразу же лайфхак. Думаю, так же, как и мне, идея каждый раз перепрошивать дрон совсем не греет душу. А значит, мы будем прошиваться с поддержкой сразу CRSF и Mavlink. Для этого в строку Custom Defines пишем вот такое. Serial RX подчеркивание CRSF, Serial RX подчеркивание Mavlink, Telemetry подчеркивание CRSF и Telemetry подчеркивание Mavlink. Все без кавычек, латиницей разделяется все дело пробелами. Если нам завтра захочется вернуться к стандартному нашему CRSF режиму, нам не придется заново шить полетник. Достаточно будет изменить настройки в конфигураторе. Нажимаем кнопку прошивки. После успешной прошивки подключаемся к полетнику и первым делом накатываем свой только что сохраненный бэкап, чтобы не настраивать заново моторы, фильтры и порты. Кстати, вот тут очень важно. Если шьете с четвертой ветки, то обязательно сделайте скриншоты вкладки пидов. На 2025 приезжаете с бэкапа не все, и часть потребуется назначить вручную, ориентируясь как раз на эти скрины. Но возвращаемся к настройке. Здесь очень важна строгая последовательность, иначе конфигуратор запутается и сбросит параметры. Шаг первый. Вкладка «Порты». Находим UART, к которому припаян ELRS-приемник и активируем тумблер Serial RX. Если вы накатили бэкап рабочего дрона, тут уже все должно быть хорошо. Больше ничего не трогаем, сохраняем и ждем перезагрузки. Шаг второй. Вкладка «Приемник». Тип приемника Serial VO UART, провайдер Mavlink. Сохраняем и снова перезагрузка. Шаг третий. Возвращаемся в порты. На том же UART в столбце Telemetry Output выставляем Mavlink, а скорость принудительно ставим 460 кБ, как того требует документация Express LRS. И финально сохраняем. Если перепутать этот порядок, то бетка, как обычно, нас молча проглотит настройки порта, но после перезагрузки также молча сбросит все настройки для этого UART. Так что будьте внимательны. Ну и в качестве проверки, что все настроено правильно, не забудьте перейти на вкладку приемника еще раз и проверить, что бетка видит движение ваших стиков и переключателей. С беткой у нас получается все. Переходим к приемнику и передатчику.
Что нам требуется из версий? Express LRS это у нас версия 3.5.0 или выше. Backpack у нас прошивка от 1.5.0. Я для этого теста буду использовать версию 4.0.1, где вот недавно, которая она вышла, и где разработчики пофиксили очередные баги Mavlink потока. Ну а сам Backpack я прошлю на последнюю доступную, это 1.5.5 на данный момент. Напомню, что прошить нам требуется как приемник, так и передатчик, поскольку Express LRS для своей работы требует совпадения мажорных версий на обоих сторонах. После того, как все успешно прошилось, можно приступать к настройкам. Отключаем дрон от питания. Приемник должен быть отключен, чтобы пульт позволил изменить нам режим связи. Открываем на аппаратуре скрипт Express LRS. Находим link mod и переводим из normal в Mavlink. Заметили? Telemetry ratio автоматически зафиксировался в пропорции 1 к 2. Не пугайтесь, так и задумано. Mavlink гонит объемные пакеты, поэтому системе требуется расширенный обратный канал. Pocket Rate для первых тестов ставьте 333 Гц Full. Это баланс. Телеметрия бежит шустро, режим стабильный и надежный для реальных вылетов. Теперь активируем беспроводной мост. Листаем до раздела Backpack. Проверяем, чтобы сам Backpack у нас был включен, стоял здесь он, а в пункте телеметрии выбираем Wi-Fi. Важно, нам нужен именно этот пункт. Не путайте с Wi-Fi Connectivity для обновления прошивок. Это разные режимы. Теперь подаем питание на квадрик, ждем, когда у нас законнектится с аппаратуры, перезапускаем скрипт, идем в раздел появившийся Other Device, выбираем приемник и смотрим на протокол. На четвертой ветке ELRS там уже должно быть автоматически все поменяться на Mavlink. Аппаратура сама перевела приемник в совпадающий режим при подключении. Если же вы остались на старой прошивке 3.x, именно здесь протокол придется переключать руками как предварительный пункт еще до переключения самой аппаратуры. И пока мы здесь, еще совет. Если у вашего приемника несколько доступных мощностей на передачу телеметрии, то переведите этот пункт в Match TX. Теперь приемник будет сам поднимать мощность обратного сигнала, пытаясь соответствовать мощности нашей аппаратуры. С радиолинком разобрались. Теперь остается последний кусок цепочки. Программа, которая примет этот поток данных и покажет его на карте. В моем случае это Q-Ground Control. В первую очередь нам его требуется скачать. Переходим на сайт qgroundcontrol.com, нажимаем кнопку Download и находим там версию под свою систему. На данный момент QGround Control нам доступен под Windows, под Linux, под macOS и под Android. После того, как скачали, его требуется установить и немножко настроить. Настройки здесь элементарные, всего два экрана. На первом экране мы выбираем единицы измерений. Я так предполагаю, что вы выберете метрический, где у нас расстояние и высота измеряются в метрах, площадь в квадратных метрах, ну а температура в градусах Цельсия. А вот второй экран очень важный. В первом пункте, вот здесь, где написано Firmware, нам надо выбрать Mavlink Generic. А во втором пункте можно выбрать как мультиротор, так и тот же самый Mavlink Generic. Я выберу для теста как раз его. И в принципе на этом настройка QGround Control у нас закончена. Что нам нужно сделать еще, так это заранее скачать офлайн карты, потому что, во-первых, на споте у нас, скорее всего, не будет интернета, но даже если он будет, наш телефон или ноутбук будет подключены к сети нашего бэкпака и не будет иметь тоже интернета. Поэтому переходим в настройки QGround Control, заходим в раздел карты, ищем нужный нам участок карты нашего спота и скачиваем его в необходимом нам масштабе. После того, как он скачался, мы полностью готовы. Остается только проверить само подключение. Для проверки подключения надо сделать следующее. Включить нашу аппаратуру, включить наш дрон и подключиться нашим компьютером или телефоном к сети бэкпака, который он поднял. Пароль, как обычно, стандартный, Express LRS маленькими буквами. Как только мы подключились к сети, если все настроено правильно, то QGround Control у нас пробубнит что-то про Manual Mode, и мы увидим часть нашей телеметрии. Вот, например, в нижнем правом углу мы увидим наш авиагоризонт, а наверху в статусной строке мы увидим количество, например, спутников. Ну и, кстати, если у вашего дрона на данный момент есть уже 3D-фиксация по GPS, то вы увидите себя и на карте. Ну и на этом с настройками все. Можно отправляться тестировать все это дело, само собой, без особого фанатизма на время тестов. Главное убедиться, что вся эта схема работает. Само собой, эта фишка не превращает Betaflight в ордопилот, квадрик не начинает самостоятельно летать по точкам и выполнять какие-то сложные миссии. Это исключительно информационный инструмент, расширяющий контроль. По крайней мере, пока, но об этом уже в другом видео, где-то через пару-тройку месяцев. Поэтому, кому нужна эта возможность на данный момент?
В первую очередь я вижу в ней пользу для дальних полетов Long Range, но только при том условии, что ваш приемник обладает достаточной мощностью телеметрии. А то на 10 милливаттах он успеет показать вам на карте только ваши первые километры, а то и сотни метров этого самого Long Range, а потом просто телеметрия перестанет к нам прилетать. Или, например, синематик полеты в сложных условиях. Дрон упал, связь оборвалась, на экране остается точный трек и последние координаты. Искать квадрик в высокой траве или в горах, я думаю, станет в разы проще. Ну и кому это точно не подходит, так это гонщикам, фристайлерам и тем, кто привык к максимальной резкости радиоуправления. Просто за счет того, что каждый второй пакет у нас отдан под телеметрию, под управление остается только половина от установленного пакет-рейта. Возможно, кстати, у вас тоже будут какие-то варианты применения этой возможности. Если да, пишите в комментариях. Ну, а на этом же у меня все. Если гайд оказался полезным, поддержите лайком, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, будете ли вы настраивать Mavlink для своих полетов. Всем счастливо и всем пока.